Максим Смирнов при поддержке СИТ представляют. Всем привет! Немного поговорим о том, что проекты бывают разные, насыщенность у них бывает разная, и сетей мы видим просто гору, и каким бы мы разделом ни занимались, нам все равно придется обходить те или иные сети. Это будет наша немаленькая задача теперь уже для тех, кто работает в BIM, кто работает в Revit. Откуда бы сети ни пришли, они все сюда подгружаются и, естественно, между собой показываются, проверяются, да, и пересечения мы обязаны убрать, дабы сократить затраты на строительстве. Пробегусь немножко, покажу проект, с которым я сталкивался и в котором сетей очень много, и без этого просто быть не может. Да даже если у вас небольшое 3-5-этажное здание, и то насыщенность бывает разная, да, они бывают у нас промышленные. Посмотрим данные сети на 3D с нескольких сторон. Вот такая насыщенность. В сути это гражданка, но насыщенность здесь сетей очень огромная, очень большая, есть медкорпус, поэтому, естественно, здесь немало сетей. Вот мы здесь видим, что мы по-разному обходим, все расставляем, вплоть до необходимых обозначений, датчиков, табличек «входи-уходи», порошок, не порошок, да, и так далее. Вот яркий пример, как лотки и трубы друг друга обходят, как это все можно сделать, и нам необходимо будет это делать, а не просто тянуть это напрямую. Вот такая огромная насыщенность сетей в данном проекте. Это еще и только часть проекта. Разделов здесь просто ВОЗ и маленькая тележка, как говорится. Итак, как же это делается, покажу на простом примере, простых действий, где находятся инструменты, как вообще можно проверить на пересечение даже своей сети. Со своими сетями мы пересекаемся тоже, да, то есть проложили там приточку-вытяжку, дымку, и уже можно смотреть, если у нас пересечения, и сами знаете, они, естественно, будут. Итак, у нас есть вот такой небольшой объект, в котором проложены те или иные сети, приточка, вытяжка, отопление и так далее. Уже прокинуто. И мы немножко посмотрим, как же запускаются вообще инструменты и как исправляются коллизии. Для этого нам необходимо перейти во вкладку «Совместная работа», найти проверка на пересечение и выполнить проверку на пересечение выбрать. Выбираем на данный момент пока что текущий проект и выбираем его, либо же вы можете сравнить там с архитектурой и посмотреть, где у вас, например, недостает тех или иных отверстий. И выбираем здесь тоже текущий проект, то есть проверим в данный момент сами себя. Нажимаем ОК и ждем, пока создастся отчет. Итак, отчет создан, и у нас здесь есть разделение на арматуру и трубопроводы, да, вот они и трубы, и все подряд, все, что участвует в проекте, показывается, где кто с чем пересекся. Итак, поищем эти пересечения и немножко их поправим. Выберем что-нибудь, возьмем воздуховоды, вон они у нас, видите, пересекаются между собой. То есть Revit сразу показывает цветом, ну, который выбран у нас, по сути, в настройках. Да? Можно нажать «Показать», и он вас, собственно, перенесет сюда. Если вы хотите оставить только эти элементы, можно их подсветить, выбрать и обрезать рамкой выбора. Вот таким образом вы оставите только часть ваших сетей, и вам будет более наглядно видно, где, чего и как пересекается. Там они дотрагиваются слегка, мы сейчас это дело поправим. Итак, нам будет нужно взять один из воздуховодов и, к примеру, сменить ему отметку. Верхнюю, нижнюю разницы нет, ну в данном случае надо мериться по низу, да, к примеру, поставим, что он будет у нас на отметке 3200. Трубы приподнялись, если мы нажмем, воздуховоды, если мы нажмем обновить, у нас они здесь исчезнут. И как видите, исчезает не один какой-то, а исчезает этот и этот. То есть, так как это два элемента, да, или три, к примеру, тоже бывает, да, там, у нас какая-то соединительная деталь, у вас отчет может запросто очень сильно почиститься. Затем, если вы выделили, к примеру, ваши элементы, вот они у вас свернуты, нажимаете «Показать», он говорит, невозможно подобрать текущий вид, такое возможно, либо в Navisworks вы проверяете и не знаете, где этот элемент. У каждого элемента, если развернуть в отчетах о пересечениях, есть у нас код. Берем этот код, переходим во вкладку «Управление», находим вот такой инструмент, так как он нам часто будет пригождаться, добавляем его на панель быстрого доступа, он у вас либо сверху перелетит, либо вот как у меня снизу. Нажали на него и этот код сюда вбили. Нажимаем «Показать» и перелетаем к данному элементу. Нажимаем ОК. Вот он у нас есть. Мы теперь видим и видим наш косяк. Тут если вот он тоже и вот он, да. Ну, то есть промахнулся, не соединил. Поправляем эти элементы. Каким образом мы это сделаем, да? Для этого нам необходимо будет посмотреть одну из отметок. К примеру, тут 2700, значит взять эту отметку. Это все средствами Revit, то есть тут без всяких каких-то модулей. Вот они, допустим, подравнялись у нас, да. То есть один по другой у меня заныривает. Вот, точно так же я возьму, поправлю все остальные. Что у нас тут? Тоже 2700. Вот он тоже даже понимает, что их нужно соединить. Да, есть такая возможность. Ну, вот не дотянул, соответственно, если что, возьмите их, подтяните, сделайте соосными и соедините. И пробегаем таким образом это все дело соединяем. Соответственно, идем, к примеру, опять во вкладку «Совместная работа». Проверка пересечений. Можно показать последний отчет. Теперь нажать «Обновить». И у нас количество наших пересечений уменьшится. Ну вот если есть опять же такая штука, значит нам необходимо их соединить. Соединять и обходить можно как на 2D, так и на 3D. Нажмем обновить, вот они у нас
исчезли. Пробегаем, правим все наши коллизии. Если видео было полезным и интересным, подпишись. Да пребудет с вами сила Ревита.